Всем привет! Сегодня буду делать усилитель звука для своего паяльного рабочего места. Он не сверхмощный и качественный в звуке, но для обычного пользователя он будет нормальный. Музыку можно слушать по Bluetooth через флешку и радио. Также есть тембербокс с регулятором низких и высоких частот. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Just a weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Сперва начнем с корпусных работ. За основу взял корпус от компьютерного блока питания. Его немного переделал. А именно сделал переднюю панельку, заглушил сзади два отверстия, в которых были разъемы, и покрасил это все в черный цвет. Также прикрутил 4 резиновых ножки. Благодаря этому корпус немного приподнят и он не скользит по столу. Сама панелька сделана из алюминия, который был отшлифован наждачкой. Ее в принципе можно было покрасить под цвет корпуса, и сил было бы затрачено намного меньше, но лично мне нравится так, как есть сейчас. Блок питания стабилизирован, трансформаторный. На одной плате спаяно две схемы стабилизаторов, один для усилителя, а другой для MP3 модуля, и они гармонически развязаны между собой. Если запитать модуль и усилитель от одного блока, то в колонках будет довольно сильный фон, который довольно сильно раздражает. А вот и полная схема блока питания. Стабилизаторы запитаны от двух разных обмоток трансформатора. Дальше напряжение выпрямляется диодным мостом. После моста стоят конденсаторы, которые фильтруют все пульсации. И чем больше вот этих конденсаторов, тем лучше. Дальше напряжение стабилизируется стабилизаторами до нужного нам значения. В блоке для усилителя применен стабилизатор на TL431 с усиляющими транзисторами. По факту это регулируемый блок, и мы можем выставить на выходе как 5 вольт, так и 20, но мне нужно 15. Второй стаб построен на линейном стабилизаторе 7812, схема подключения стандартная и ничего сложного тут нет. Трансформатор использует TP60-12, он хорош тем, что у него есть множество обмоток, и он как раз таки подходит по мощности, крепится он на два винта через резинки. Благодаря этому вибрация должна меньше передаваться на корпус. В разрыв первичной обмотки поставлен выключатель. Он у меня будет стоять спереди сверху. Многие люди ставят выключатели сзади, но как по мне это совсем неудобно и непрактично. Также в разрыв первички желательно поставить предохранитель, который защищал бы от короткого замыкания, которое может быть на первичке. Но я полностью уверен в своем трансформаторе, поэтому предохранитель не поставил. Но вы ставьте обязательно. Сама плата крепится на 3 стойки. Наверняка будут вопросы, почему именно на 3, а не на 4. А я вам отвечу. Связано это с тем, что 4-я стойка попросту не влезла в плату. Но и с 3 стойками все держится отлично, все крепко. А сейчас можем проверить работоспособность первой части. Если все нормально, если есть все напряжения на выходе, то можно продолжать дальше. Плата пассивного темберблока с регулятором громкости тоже самодельная. Этой схеме запитка не нужна, но есть большой минус, а именно теряется половина амплитуды сигнала. Но мой MP3 модуль выдает достаточную силу сигнала, которого вполне хватает для платы усилителя. Стереосхема с регулятором громкости выглядит вот так. Здесь желательно применять только пленочные конденсаторы, с ними будет лучше. Но если у вас таких нет, ставьте уже керамику. И работать тоже все будет. GLC PCB – это крупнейшая компания по изготовлению печатных плат в Китае. За $2 плюс доставку вы сможете сделать 5 плат размером 100 на 100 мм. Сложность плат не важна. Для заказа плат вам потребуется выгрузить Gerber файл из программы, в которой вы разводили плату. Сам архив с герберами загружаем на сайт. Там мы сможем отредактировать заказ. Например, можно выбрать количество плат, цвет паяльной маски, толщина текстолита, толщина меди и много чего другого. Также компания занимается 3D-печатью, делает трафареты для пайки SMD, и сборка плат. Ссылку на сайт GLC PCB сможете найти в описании, рекомендую. Ну и наконец-то плата усилителя, и тут облом, она не самодельная. Данную плату можно найти в магнитофоне Маяк. В
В качестве усилителя тут применена микросхема K174UN7. Микросхема не сверхмощная, но ее вполне хватает для прослушивания музыки в небольшой комнате. У кого есть вот эти микросхемы, можно сделать свой усилитель на своей плате. Благо в интернете есть куча информации. Свою плату я не делал, а просто-напросто взял и переделал заводскую. Взял, немного ее укоротил, а детали, которые там были, подпаял снизу платы под радиаторами. Также к плате прикрутил два уголочка, они будут держать саму плату. Выглядеть внутри это будет примерно вот так, получается довольно компактно. Но перед прикручиванием платы к ней надо припаять провода, которые отвечают за запитку, вход звука и усиленный выход звука. Разъем для колонок у меня будет вот такой. Конечно, он не звуковой, но я думаю, что из-за этого разъема звук будет не хуже. Все-таки соединение будет довольно надежное, болтовое. Стоять он будет сзади корпуса, вместо двух разъемов, которые раньше там были. А вот немного дичи. Из-за этого сетевого провода, который идет к выключателю, в одной колонке был довольно сильный фон. И мне пришлось этот участок провода заэкранировать. Сперва намотал изоленты, затем фольга, снова изолента. И этот экран подключил на корпус. А на самом корпусе присутствует минус блока питания. Конечно, сделано это не по правилам, но зато фона в колонках не слышно. Можно с уверенностью сказать, что устройство полностью готово. Крышка закрыта, все спаяно и закручено. Как по мне, выглядит культурно. Пожалуй, начнем тестить. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. For change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up. Что могу сказать? Усилитель мне понравился, для мастерской громкости и качества звука хватает с головой. Из недостатка у меня раздражает тетка в MP3 модуле, которая ужасно говорит на английском. А так, в принципе, все нормально. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели. Удачи и мирного неба. Пока-пока.